Всем привет! Вы попали на очередной перезапуск моего канала. Давненько я здесь ничего не выкладывал. Однако за все это время я поднабрался опыта в создании контента. И откровенно говоря, этим проектом я доволен. И искренне надеюсь, что вам он тоже понравится. В этом видео вас ждет длинный путь к рейду на базу роботов, в ходе которого я добуду свое первое картофельное оружие, создам целых две функциональные машины и автоматизирую свое сельское хозяйство, построив систему автопосева и сбора урожая. Что ж, не буду затягивать, приятного просмотра. Для меня это весьма ностальгический момент, ведь в последний раз я играл в режим выживания почти 2 года назад. В первую очередь меня интересуют близлежащие ящики. В них может лежать все что угодно. Но для меня на старте игры лишних ресурсов точно не существует. Ну, кроме мусорных деталей. Поднявшись в первое разрушенное здание, я начал лутать его подчистую и встретил там же первых своих противников. На данный момент это самые слабые боты в игре, и никаких проблем они не создают. Слабые, неживучие и весьма медлительные. Залутав немного железа, я забрал энергомодуль, необходимый для запуска моего шаттла, и мягко спрыгнул с крыши. Неподалеку от корабля находилось небольшое озеро. Там я нашел еще 2 ведерка и сразу же заполнил их водой. А пока собирал все местные фермерские принадлежности, на меня напал второй вид ботов. Не знаю, официальное это название или местное, но вроде их называют сеноботами. Вот они уже противники посерьезнее, однако проблему могут создать только количеством. Долутав это фермерское хозяйство, я приступил к тушению пожара в своем корабле. Не сказал бы, что это прям необходимая процедура, но здесь я могу найти координаты ближайшей станции механиков и в первый и в последний раз воспользоваться услугами маленького крафт-бота. Потому что единственная полезная вещь, которую он мне может создать в данный момент, это инструмент под названием соединитель. Не отходя далеко от кассы, я заодно решил вырубить сгоревший лес, оставленный после приземления моего корабля. Для того, чтобы получить янтарь, он нужен для создания продвинутых блоков. По пути к станции механиков я встретил еще одно заброшенное здание, у которого ошивалось достаточно большое количество сеноботов. Такая толпа уже может стать проблемой, но не для меня. Я игрок достаточно опытный и спокойно могу уворачиваться от большинства их атак. Однако в будущем на мое хозяйство будет нападать не просто толпа, а целая армия роботов. И насколько бы я не был опытным игроком, мне это сильно не поможет, поэтому лучше к тому моменту обзавестись оружием получше. К слову, зачем мне вообще нужна эта станция механиков? Вопрос риторический. Там я смогу скрафтить себе нормального крафт-бота, который покроет все мои нужды в создании предметов. Однако, долутав здание, я осознал, что ресурсов для крафт-бота мне недостаточно. Поэтому по пути к станции я лутал все, что вижу, и ломал всех, кого встречу. Кстати, это пчелиный воск, он необходим для создания многих предметов, в том числе автомобильных колес. Залутав нужное количество компонентов, я решил, раз уж пока нахожусь в поле, добыть себе немного молока. Для этого мне было нужно накормить кукурузой местную корову. Как-то двухсмысленно получилось. Здесь их называют вок, и, как видите, оно немного отличается от привычного нам животного. И тем не менее, молоко мы получили, а значит, можем идти дальше. По пути я набрел на небольшую торговую площадь местных жителей. Из их домиков я добыл себе немного дерева. Вряд ли они против, да и вряд ли они живы. Все-таки сценарий постапокалипсиса. Наконец-то я дошел до станции механиков и принялся раскладывать свои вещи. Поскольку хранилища у меня еще нету, я просто разложил все в одном месте. Далее, чтобы запустить станцию механиков, мне нужна была батарейка, которую охранял застрявший сенобот в здании механиков. Забрав ее, я поставил точку возрождения в соседней комнате и наконец-то привел станцию в рабочее состояние. В будущем я создам очиститель, сборщик ресурсов, возможно даже повара и закройщика. Однако сейчас самой важной станцией для меня является бот-мастер. Станция, без помощи которой, не побоюсь этого слова, просто невозможно создать все остальные. Скрафтив себе немного металлических блоков из остатков мусорного металла, я спустился на дно озера, которое находилось через дорогу от станции, чтобы добыть себе немного нефти и клейких моллюсков. Первое мне сейчас необходимо для крафта амортизаторов и горючего, а второе для крафта клея, который также необходим для многих крафтов, например, для вот этого большого сундука. Ну а пока ботмастер трудится над его созданием, я решил найти место для своего будущего огорода. Оно должно быть максимально ровным, потому что механизм для автополива, который я в будущем построю, очень чувствителен к рельефу. Наконец-то я получил свое первое хранилище, которое подключил к мастеру. Сюда я буду складывать пока только компоненты для крафта. Далее я решил прогуляться, ведь ресурсы сами себя не добудут. Да и территорию как-то надо изучать. Добыл немного пчелиного воска, залутал пару заброшенных зданий вместе с остатками их нынешних жителей. Рутина, без этого никак. В середине дня я набрел на торговца. Да, сейчас мне ему нечего предложить, но в будущем я смогу у него купить нормальное оружие. Например, за обычный бульбастрел он просит чернику, апельсины и деда. Пока у меня нету ни семян черники, ни апельсина, поэтому буду скупать их у него. За помидоры и свеклу, семян которых у меня предостаточно. К слову, за скалой торговца оказался оранжевый лес, в котором я вдоволь налутал хлопка.
В этом же лесу я набрел на еще одно разрушенное здание, которое я лутал и зачищал я вплоть до самой ночи. Но я об этом нисколечки не пожалел, потому что в нем я нашел свой первый желтый ящик. На самом деле самое ценное, что оттуда может дропнуться, это детали машины. Все остальное для меня на данный момент особой ценности не имеет. С крыши здания я увидел в лесу лагерь роботов. В таких лагерях в плену держат вот таких вот местных жителей. Как бы странно это ни звучало, но вот такие деды являются валютой у местного торговца. Поэтому я к нему сразу же откатил его потенциального собутыльника. Спер у него семена для своего будущего развития и попехал домой. А по пути нашел вот эту химикальную массу, которая мне в будущем пригодится. Ну а пока просто запомню, где она находится. Дома же я по-быстрому раскидал свой инвентарь, накрафтил компонентов для большого сундука, а потом и сам сундук. Наконец-то мне не придется самостоятельно вытаскивать предметы из крафтбота. Далее я приступил к созданию компонентов машины, однако хватило пока только на водительское сиденье. Поэтому я зациклил крафт деревянных блоков первого уровня, они на первое время послужат забором для моего огорода. Также я улучшил крафтбота. Далее я занялся рассадой. Как я уже говорил, мне нужны на первое время только томаты и свекла, за которые я смогу купить семена черники и апельсина у торговца. За те же, в свою очередь, я смогу купить свое первое оружие. Честно говоря, я как приверженец автоматизации не переношу такую рутину, однако это необходимые этапы развития. Уже под ночь я достроил большую часть забора, поэтому рейда я особо не боялся. К слову, это мой субъективный вывод, но я считаю, что сила рейда зависит от 3 факторов. Первое – это то, сколько дней подряд тебя рейдят. Второе – это тип семян, которые ты посадил. И третье – количество самого посева. Ребят, опять же, если не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях те, у кого есть альтернативная информация по этому поводу. Итак, я вышел на ночную прогулку за ресурсами. На самом деле у меня закончился всего один достаточно распространенный ресурс – это электроплаты. В данный момент времени они мне были нужны для создания водяного бака и насоса для автоматизации добычи пузырьков с водой. На самом деле это весьма комично, потому что всего 2 года назад, когда я с друзьями играл в выживание, я достаточно часто жаловался, что у нас половина сундуков забита электроплатами. И у меня лишь 2 варианта по этому поводу. Либо мне сейчас дико не везет, либо за эти 2 года добычу ресурсов немного забалансили. Тем временем я уже скрафтил, установил и подсоединил станцию по добыче воды. Она мне пригодится в будущем для автополива, а пока я буду просто с нее брать воду для крафтов. Металла мне хватило лишь на создание 2 амортизаторов для машины из 4. А вообще для комфортного и быстрого передвижения я обычно создаю луноходы, но для них нужно целых 8 амортизаторов. Такая роскошь мне на старте ни к чему, нужно копить на детали хотя бы для обычной машины. В очередной раз я вышел на прогулку, в этот раз за металлом, который мне нужен для создания остальных деталей для машины. В этот раз мне очень сильно повезло, потому что из желтого ящика на крыше этого здания выпала внедорожная подвеска, которая мне как раз была нужна. Для полной картины оставалось скрафтить еще одну подвеску, двигатель и 4 колеса. С компонентами на эти детали у меня уже проблем не было. Однако, подходя к грядкам, я осознал одну вещь. Большую часть дерева я потратил на забор для защиты посева. Соответственно, для каркаса автомобиля достаточного количества у меня не было. Поэтому с утра, поставив на крафт двигатель и последнюю подвеску, я снова отправился на торговую площадь разбирать домики местных жителей. Естественно, при разборке я забираю не только дерево, но и много чего полезного. Например, различные семена, мешки с землей и различные блоки. Рано или поздно это все понадобится для крафта. Хотите верьте, хотите нет, но я нахожусь в предвкушении того момента, когда я смогу все это автоматизировать. По сути, для этого мне нужно иметь в изобилии целых 3 ресурса. Это металл, электроплаты и наборы компонентов. 3 вестника автоматизации. За исключением первого, все они добываются либо в лутовых ящиках, либо из роботов, что делает автоматизацию их добычи невозможной. Вернее, скажу так, это возможно, но это неоправданно дорого. Был у меня один концепт, который я пытался воплотить. Я прикинул циферки, эта установка начнет окупать себя не меньше, чем через 50 дней. Оно того не стоит. Однако, если наберется много желающих в комментариях, то я в будущих выпусках расскажу, как работает эта установка. Тем временем я поставил на крафт стеклянные трубы, но на нужное их количество мне опять не хватило электроплат. Зачем мне вообще эти стеклянные трубки? Они нужны для создания цикличной структуры хранилища, чтобы ботмастер учитывал в качестве ресурсов не только левый ящик, но и правый. Вернувшись домой, я установил пока что имеющиеся трубки и попехал защищать свои посевы. Очередной рейд ничего нового мне не принес. Последние дни в принципе протекают как бесконечно рутинный цикл. Я гриндил буквально день и ночь. В этом выживании мне действительно сильно не везло с ресурсами. Обычно все протекает намного проще. И тем не менее, сегодня мне удалось сдвинуться с мертвой точки. Я наконец-то зациклил свое хранилище, скрафтил первые 2 колеса для своего будущего автомобиля и принялся улучшать все интерактивные модули до нужного мне уровня. Большой упор я сделал именно на водительском кресле, потому что в будущем я буду ставить его в нормальный автомобиль, а все остальное по мере необходимости. Далее я скрафтил последние 2 колеса, необходимые для моего автомобиля, и увидел забавную ситуацию. У меня не хватало самых легких по крафту
что модулей для машины, подшипников. Материал для них я спокойно могу добыть во время рейда, поэтому пока что решил озаботиться другими вещами. Доставил домой питомца, который будет производить для меня материал для создания динамита, при помощи которого я смогу на первое время обеспечить себя железными и бетонными блоками. Пришло время рейда, которого я так ждал. Ресурсов от этих ботов мне наконец-то хватит на нужное количество подшипников, поэтому я по-быстрому закончил свои дела в огороде и поставил на крафт последние компоненты для машины. Правда, я забыл про бензобак. Мне опять нужен был металл. Вообще это звучит уже как проклятие. Однако на сей раз у меня были ресурсы для создания взрывчатки. А это значит, что я мог добыть руду, из которой и получил бы металл. Именно таким макаром я и поступил. Честно говоря, такой метод добычи руды мне не по нраву. Но нет в нем никакой изюминки. Просто ставишь динамит и взрываешь. Чем больше, тем лучше. Весьма варварский метод. Так или иначе, нужное количество металла я получил. А значит, можно крафтить бензобак и приступать к сборке машины. Машину-то я сделал, а вот про бензобак забыл. Ну да неважно, поставлю после того, как протещу. В этот момент с огромным грохотом у меня с плеч упала огромная скала. Наконец-то я смогу путешествовать не на своих двоих, а на весьма скоростном транспорте. Более того, наличие автомобиля означает факт того, что я смогу продавать свою еду. Ну а пока я здесь сидел и мечтал, я забыл напрочь про рейд. Если бы я очнулся на секунд 10 раньше, если бы я принял верное решение, не сражаться с роботами, а просто собрать урожай, пока забор еще цел, мне бы удалось сохранить свои посевы. Но в тот момент я был в панике. Поэтому допустил полное разрушение своего огорода и дважды позволил натянуть себя на железный болт. Урок усвоен. В дальнейшем я не позволю над собой так издеваться. А сейчас меня интересовало лишь одно – это довести мою машинку до ума и отправиться в длительное путешествие. И все ради мести вилкоголовым. На самом деле мне необходимы компоненты для расширения своего склада. Вероятнее всего, на этом ролике в данный момент сидят именно ярые фанаты скрап-механика, поэтому я бы хотел поднять весьма заезженную тему, а именно выход второй главы игры. Недавно я решил заглянуть на SteamDB и узрел весьма интересную картину. Список изменений по нынешнему году составил целых 7 гигабайт. Я, как человек, потерявший надежду на вторую главу очень давно, был приятно удивлен. Я не следил за обновлениями целый год. В какой-то момент я просто уже устал от бесконечных переносов, и, откровенно говоря, думал, что деятельность по игре уже давно приостановлена, а оказалось, что нет. Ребят, вот скажите мне, пожалуйста, выйдет ли вторая глава в этом году? Как вы думаете? Тем временем мое путешествие подошло к концу, и металла у меня было хоть отбавляй. Однако я забыл, что у меня иссякает запас янтаря для крафта продвинутых блоков. В данный момент они мне нужны для создания буров, поэтому я выдвинулся в ближайший сгоревший лес. В очередной раз я провозился до ночи. Тогда я думал, лучше сразу добывать много. Правда, я забыл про одну вещь. Хранилище-то у меня не резиновое. Ну да фиг с ним, все равно сейчас какая-то часть ресурсов улетит на крафт. Пришло время восстановить огород, ведь у меня наконец-то появилась машина. А это значит, что я могу наконец-то отвезти на продажу томаты и свеклу, и выкупить за них семена черники и апельсина, за продажу которых в свою очередь я наконец-то смогу купить себе свою первую картофельную пушку. К слову, перед отъездом я зачем-то замаксил крафтбота. Я не помню, зачем я это делал, но я сейчас осознаю, что это вообще неоправданное решение. Вы знаете, мне что-то вообще непривычно перевозить такой огромный груз на такой маленькой машине. Обычно под это дело я создаю грузовики. Тем не менее, обмен совершен. Я получил 5 семян апельсина и 10 семян черники. Пока я не потратил на какую-нибудь хрень остаток ресурсов, нужно скрафтить очиститель и сборщик под него. Теперь очисткой руды будут заниматься они. Однако буров у меня до сих пор не было, и бензин на взрывчатку тоже закончился. Поэтому я по-быстрому закончил дела в огороде и на ночь глядя уехал за нефтью. В своем прошлом путешествии я проезжал мимо пустыни и запомнил, где она находится. Оказалось, что здесь есть нефтяное озеро. В принципе, догадаться было несложно. За все это время вы, скорее всего, запутались, что у меня вообще в планах. Сейчас в первую очередь я хочу накопить на 2 бура, которые позволят мне беспрепятственно и в больших масштабах добывать бетон и металл. Первый необходим для увеличения защиты огорода и крафта стекла, а второй я пущу на создание интерактивных модулей. Так я ускорю процесс полной автоматизации. Чтобы в будущем не заниматься тем, что вы сейчас видите на экране. Скалу я разобрал за 3 взрывчатки. Столько же ходок мне понадобилось, чтобы все это переработать. Ну а добытого металла мне как раз хватило на 2 бура. Опасаясь повторения предыдущего опыта, я решил заранее перед рейдом забрать урожай. Представить себе не можете, насколько я рад, что так поступил. В очередной раз я не смог сладить с такой огромной ордой. Защищаться с одной дубинкой в руках становится все сложнее и сложнее, поэтому как можно скорее нужно было выходить на новый уровень. Из оставшихся компонентов я скрафтил себе электродвигатель. Именно он будет отвечать за вращение буров. Компонентов на его улучшение у меня не хватило. Я надеялся, что базовой скорости вращения будет достаточно.
И как же сильно я ошибался. В очередной раз я отправился на охоту за компонентами, вырезая по пути все железные банки, которые только встречу, и параллельно улучшая электродвигатель за их счет. На самом деле второго уровня было достаточно, чтобы вскрывать жестяных болванов, а значит по логике вещей и бурить руду, но я решил перестраховаться и накопить на третий. Приехав домой, мне пришлось сразу же отбиваться от рейда. И в этот раз с этим у меня проблем не возникло. Половину ботов я смог уничтожить, просто катаясь на машине. Устранив последствия атаки, я посадил новую партию товаров и расширил свой склад еще одним большим сундуком. Вообще этот день пролетел для меня практически незаметно. Наконец-то я испытал свою машину на руде. За добытые ресурсы скрафтил себе еще пару сборщиков и снова полетел защищать свой огород. Поскольку этого урожая должно было уже хватить для того, чтобы купить оружие, я рисковать не стал. Я отбил рейд уже после того, как собрал товар. Оставалось только скрафтить сундук для того, чтобы все это загнать. Упаковщик фруктов был очень далеко от торговца, поэтому дорога туда-обратно отняла у меня внушительное количество времени. Однако меня это в тот момент вообще не волновало, ведь у меня наконец-то появилось картофельное оружие, а это значит, что пора выращивать патроны. Ну а на то, чтобы отбить рейд, мне хватило и тех, что я находил в путешествиях. Следующим этапом было усиление защиты. Мне нужны были бетонные блоки, а их крафт требует химикалий, озеро которых я уже находил ранее. Набрав нужное количество, я вернулся домой и приступил к крафту. Помимо бетонных блоков, я создал еще один большой сундук, и в складе наконец-то появилось место. Однако у меня в очередной раз закончились компоненты, и я уехал в очень долгое путешествие. В этот раз моей целью было создание системы для автоматического полива и посева огорода. И поверьте мне, она требует очень большого количества ресурсов. Кстати, да, это осталось за кадром, но я собрал картошку с огорода, и этих патронов мне достаточно, чтобы залутать минимум 4 сгнивших здания. Я тут внезапно задумался об одной вещи. Ребят, скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь, когда играете в выживачей? Ну, в одного я имею в виду. Я просто в жизни не поверю, что вы просто сидите full фокус и впяливаете в монитор. Я вот, например, во время записи смотрел аниме Hunter x Hunter. К слову, из-за того, что ты играешь и смотришь что-то параллельно, это смазывает углы рутинных процессов. Капец, я же это сказал и вспомнил, что пересматривал Хантера, потому что мне в последнее время действительно нечего смотреть. А нас параллельно еще и блокировками закидывают, из-за чего некоторые сайты работают исключительно через костыли. Тем временем я наконец-то вернулся домой, где меня в очередной раз ждала атака железных болванчиков. На грядках у меня было пусто. Походу я просто не успел собрать картошку до начала таймера. После того, как я разгрузил свой инвентарь, я наконец-то приступил к крафту модулей, необходимых для моей системы автополива, основными из которых являются контроллер, водяные пушки и поршни. Далее я приступил к делу, расширил свои грядки, полностью убрал забор и приступил к созданию системы. Устроена она следующим образом. Водяные пушки устанавливаются на конструкции, которая в свою очередь жестко крепится к рельсе, но при этом свободно по ней перемещается. Передвижение обеспечивает группа из последовательно соединенных поршней, первый из которых связан с рельсой, а последний с ползунком. Саму конструкцию нужно соединить с водяным баком, чтобы водяные пушки могли брать оттуда воду. Под блок управления я выделил отдельное место. Подключаю кнопку к контроллеру, а контроллер ко всем поршням, и оставляю режим раскрытия на медленном. Отлично, ползунок без проблем перемещается по рельсе, осталось только дать понять водяным пушкам, когда они должны стрелять. Для этого нам необходим сенсор и логический затвор. Сенсор мы крепим на ползунок и ведем параллельно с ним зубчатую рельсу. Каждый зубец рельсы соответствует своей грядке. Логический затвор ставим в режим End и подключаем его к кнопке, сенсору и ко всем водяным пушкам. Таким образом, водяные пушки будут стрелять только когда кнопка включена. Система работает в штатном режиме. В дальнейшем я ее модифицирую, но пока что мне нужно ее хотя бы защитить. Но вот незадача, на весь забор бетонных блоков мне не хватило. В довесок к этому у меня не было компонентов для того, чтобы модифицировать мою систему. Начать я решил с химикалий, компонентом, необходимым для крафта бетона. Оказавшись дома, я поставил на крафт бетонные блоки и снарядил машину сборщиками для поездки за камнем. Скрафченных бетонных блоков мне хватило для ограждения моей рассады. Теперь я могу продолжать заниматься огородом. Однако в моих целях сейчас далеко не это. Ведь я хочу, чтобы моя система не просто занималась поливом, но и сама сажала и собирала урожай. Для этого мне нужно добавить в систему вакуумные насосы, основными ресурсами для создания которых служат пчелиный воск и компоненты. Собственно, за этим я и вышел на охоту.
А дома меня в очередной раз ждали железные болванки, любезничать с которыми у меня уже не было желания. По-быстрому расправился с ними и принялся собирать урожай. Для того, чтобы система могла садить семена, их нужно откуда-то брать и где-то хранить. В общем, мне нужны большие сундуки, причем в большом количестве, а для них нужен клей, который я сейчас скрафчу из клейких моллюсков. Для модификации посадки хватит 3 сундуков. Отбившись от шпунтиков и винтиков, я решил потратиться на прокачку поршней в моей системе, чтобы увеличить дальность ее работы. Таким образом я обеспечил себе еще 10 посадочных мест. Вопрос, почему 10, когда полито 15? Ответ прост. Система посадки семян будет располагаться на одну грядку дальше. К слову, работает она ровно таким же макаром, что и поливочная система, но так как она находится дальше, для нее нужен свой сенсор. И на самом деле на этом моменте я немного накосячил, установив сенсор непосредственно на рельсу, а не на ползунок. Из-за этого при активации ползунок уперся в место крепления сенсора. Я по-быстрому исправил свою оплошность и убедился, что механизм работает в штатном режиме. Для полноты картины не хватает только модификации для сбора урожая. Среди всех остальных она самая дешевая. Состоит всего из 2 сундуков и 2 насосов. Первое у меня есть, а на второе компонентов мне не хватило. Поэтому с утреца я съездил и зачистил один домик. По возвращении домой я докрафтил 2 необходимых для системы насоса и закончил сборку своего божественного творения. Кстати, эта модификация работает в противоположном режиме, то бишь насосы работают, когда кнопка выключена. Протестил ее работоспособность как раз на созревшем урожае. Все работает, а это значит, что я избавился от большей части хозяйственной рутины. Моей следующей целью было создание нормального грузового автомобиля. Для этого я разобрал свой старый и упаковал все детали в отдельный сундук. Видать, я в какой-то момент увлекся и забыл про свой урожай, в связи с чем его снова разрушили. Починку я отложил, ведь не хотел, чтобы меня что-либо отвлекало сейчас от творческого процесса. В этот раз я хотел, чтобы машина соответствовала моим критериям хотя бы примерно, как по внешнему виду, так и по функционалу. Получился у меня неплохой закрытый броневик, который я оборудовал закрытым выдвижным ящиком для хранения и дальнейшей сдачи продуктов, а также открытым большим багажником для их доставки. После того, как я закончил с машиной, я принялся чинить свой огород вместе с системой автопосадки. Да, оказалось, что железные уроды дотянулись и до нее. Потери оказались несущественными, и восстановление отняло у меня не больше минуты. После рейда на следующий день я принялся за крафт деталей для следующей машины, предназначением которой была добыча руды. Однако в этот раз я решил использовать не 2 бура, а целых 5. Как вы успели догадаться, такого количества у меня пока нет. Поэтому, отбив рейд, решил протестить машину пока что на сборке. Работает как часы, поэтому утром я решил протестить еще и грузовик, который тоже не вызвал у меня никаких нареканий. На самом деле его первостепенная задача немного иная. Как вы можете заметить, багажник спроектирован не для продуктов, а для кое-чего другого. Вы сами поймете чуть позже. Ну а пока я доставил товар и закупил у торговца семена банана и 2 контейнера с картошкой, которые установил в машине. Вернувшись домой, я поставил на крафт подшипники для буров, разобрал на запчасти очередную пачку жестянок и собрал свою первую серьезную партию снарядов. Под утро я наконец-то скрафтил нужное количество буров и наконец-то закончил постройку машины для бурения, которую я тут же решил обкатать. Скажу вам без преувеличения, я рад просто неимоверно, потому что машина показала невероятные показатели эффективности. С забитыми сборщиками я вернулся домой, где меня ожидала новая партия мусорного металла. После домашней уборки я решил дополнить свою машину последней деталью – бензобаком. Далее я собрал последнюю необходимую для меня партию картошки и скрафтил себе кровать, которая идеально вошла в кабину моей машины. Собрав с собой все самое необходимое, я отправился в свой первый рейд на базу роботов. Первой на глаза мне попалась вот эта 4-этажная база. Припарковавшись неподалеку от КПП, я побежал знакомиться с новым железом и искать их босса. Много времени это не заняло, оказалось, что я заехал с нужной стороны. Слив на красную жестяную банку большое количество патронов и получив небольшую пощечину, я наконец-то добыл пропуск на их базу. Но перед входом мне нужно было еще зачистить и залутать внутренний двор. После зачистки я освободил инвентарь и наконец-то отправился внутрь. Не допускайте таких же ошибок, как я. Во время этого рейда я играл практически без звука, потому что параллельно смотрел аниме. Несколько раз мне пришлось об этом пожалеть.
Зачистив большую часть помещений, я дошел до склада, откуда я вытащил все мешки с землей, забив себе весь инвентарь. Поэтому я решил спуститься вниз и разгрузить все это в машину. После этого я вернулся к зачистке, где меня ожидала моя первая неудача. Да, из-за отсутствия звука я не услышал еще одного бота, а вот он среагировал быстро. Но я не унывал, по-быстрому восстановил силы и вернулся обратно. На самом деле вот это моя любимая часть рейда – офисы. Здесь всегда очень много лута. Снова я спустился к машине на разгрузку и пополнение боеприпасов. К слову, она была последней, потому что далее я буду пытаться экономить место в инвентаре, потому что спускаться со второго этажа и выше уже слишком долго. Вот и конец второго этажа. И лучше бы я на этом моменте поставил аниме на паузу, потому что на следующем этаже звук бы мне пригодился. И да, я именно про этот момент. В этом лабиринте и так черт ногу сломит. Но если бы у меня был хотя бы звук, я бы услышал приближение проблемы справа. Попытка номер 3. Четвертая попытка. В этот раз мне удалось уцелеть в бойлерном помещении и вернуть обратно весь свой инвентарь. Лифт на последний этаж. Я знал, что меня там ждет, поэтому в этот раз я решил играть со звуком. Ведь именно на этом этаже водятся красные роботы, которые стреляют взрывными снарядами. Самая большая проблема при попадании такого снаряда – это не урон, а сам взрыв и смена внешней обстановки. Ты просто перестаешь понимать, где ты оказался. Поэтому вот вам мой совет. Ни при каких условиях не попадайте под эти снаряды.
А вот это моя самая нелюбимая часть таких похождений. Выход с винтов часто затруднен наличием жестянок снаружи, поэтому здесь необходима сноровка. Наконец-то я добрался до главного склада, цели всего этого рейда. По правде говоря, самое эксклюзивное, что здесь есть, это семена брокколи, ананасов и золотой контейнер с одеждой. Все остальное можно добыть и во внешнем мире. Я закончил рейд, и у меня был полный инвентарь. Оставалось только спуститься. То, что вы увидите, работает не всегда. Чаще всего, когда ты ударяешься об этот заборчик, ты не теряешь много хп. Предположу, что это связано с углом удара. Собственно, это конец первого выпуска. Далее я просто поехал домой, собирая все встречаемые на пути ресурсы. Ребят, если вам понравился такой формат видео, то пожалуйста поддержите меня лайком и подпиской. Если мы соберем всего 50 лайков, то я сразу же сажусь за выпуск второй части. Ну а пока, всем хорошего дня и не теряйтесь, ведь дальше будет только лучше.